Привет! Сегодня, как видите, я здесь в студии на съемках, и выдался маленький перерыв, который я решил посвятить одной вещи, а именно тому, за что меня очень много упрекают. Алекс, ты не снимаешь выпуски видеоблога для женщин. Ты так много делаешь для мужчин, даешь им в руки оружие. Хороший секс – это оружие с недавних пор. Для нас, женщин, ты ничего не делаешь. Так вот, сегодня я решил компенсировать эту свою ошибку и сниму несколько для вас выпусков блога на очень насущную тему. Мне приходит масса писем, имейлов, где девчонки жалуются на то, что не могут испытать оргазм. Одна поправка. 99% этих женщин имеют дело с мужчинами, которые не хотят каким-то образом чему-то учиться. Эти мужчины мои инфопродукты не смотрели, на моих живых программах не были. То, что у женщины 11 разных видов оргазма, они не то что не знают, они не хотят это даже знать. Да, чего, ты мать моих детей, поэтому давай, вот занимайся, вот тебе плита, вот тебе кастрюли, расти ребенка, все. Ну, опять же, я не трогаю эту тему сегодня. Давайте поговорим о проблеме неполучения женщиной оргазма с мужчиной со своим, но ведь жалуются на то, что вообще с мужчинами в целом не могут получить оргазм. И называют себя фригидными, сомневаются в себе, разные комплексы, да что угодно бывает. В чем здесь вообще, с моей точки зрения, состоит самая большая проблема? На самом деле проблем две. Это совсем не то, что вы думаете. Проблема номер один – ужасный уровень мужчин как любовников. И, ребят, те, кто из вас прокрался и смотрит этот выпуск моего видеоблога, предназначенный для женщин, что вы здесь делаете, не обижайтесь. Не обижайтесь, потому что это правда, и если бы женщина не опасалась потерять своего партнера, не опасалась потерять вот эту стабильность, безопасность и поддержку, то она бы ему честно сказала, что на самом деле в постели он оставляет желать лучшего. Однако эту правду вы от женщин практически никогда не услышите, поэтому ее говорю вам я. Так вот, причина номер один, девчонки, отсутствие у вас оргазма. К сожалению, мужики в постели ничего из себя не представляют. Причина номер два – это ваши собственные тараканы, это ваши собственные психологические блоки, комплексы, да все что угодно. Это началось давно, это продолжает как снежный ком накручиваться. К сожалению, это так. Вот и все, две причины. Патологий в лучшем случае 1 случай на 100. Все остальные, вот те случаи, что я назвал. Как с этим быть? Я хочу сделать несколько выпусков моего блога именно на тему получения женщины оргазма. Даже при условии, что партнер особо некомпетентен в постели. Смотрите, первое и очень важное понимание. Чем больше вы думаете об этом, чем больше вы отчаиваетесь его получить, и в тот момент, когда что-то отдаленно, хотя бы напоминающее оргазм, начинает маячить на горизонте, вы включаете вот эту вот психологическую нагрузку, страх, отчаяние, волнение, воспоминания о прошлых неудачах. Все эти вещи эшелоном проходят через вашу голову. Я понимаю, что это сделать непросто, но тем не менее ключ, первый шаг к тому, чтобы все-таки получить оргазм, ключ к этому – это научиться расслабляться. Если вы не научитесь расслабляться, вы не сможете, даже если вы получаете регулярно оргазм своим мужчиной, а хотели получить его почаще, вы не сможете его получить. Научитесь расслабляться. Сделайте следующее. Скажите себе, что вы не будете, вот точно, вот сегодня вы не кончите. Вы не испытаете оргазм, даже если этот оргазм будет стучаться в двери и ломиться. Не произойдет он. Все, сегодня вы просто лежите и наслаждаетесь процессом. Если вы решите уединиться и помастурбировать, а это, кстати, одна из хороших входных точек на получение оргазма с мужчиной, та же самая вещь. Вы ложитесь и вы говорите себе: сегодня я точно не испытаю оргазм. Все, я не ждать его не буду, не отчаиваться на эту тему. Я просто буду лежать, трогать себя и понимать, что мне на самом деле приятно.
Но вершины вот этого, да, пика я сегодня гарантированно не достигну, я даже не буду стремиться его достичь. Важный момент. И в тот момент, когда вы отказываетесь, полностью искренне отказываетесь от этого, вы увидите, как ваше тело начнет раскрываться. Вы увидите, как в огромном количестве случаев, я не утверждаю, что это панацея от всего, но вы увидите, что в огромном количестве случаев ваше удовольствие начнет к вам возвращаться. То, казалось бы, потерянное удовольствие, да, которое вы так долго не испытывали, оно постепенно начнет к вам возвращаться. Итак, первое, что вы делаете, расслабьтесь, можете помедитировать, можете принять ванну, все что угодно. Если вы решили заниматься сексом с партнером, пожалуйста, не ожидайте оргазма с ним. Если вы решили, я настоятельно рекомендую вам это попробовать, если вы решили сначала помастурбировать одной какое-то время или сколько-то дней, да, поготовиться к этому, супер, замечательно, ложитесь, расслабьтесь и просто начните вот это эротическое исследование собственного тела. Все. И запретите себе даже думать об оргазме. Скажите себе, что оргазма сегодня точно не будет, дорогая. Все. Пройдет 3, 4, 5 раз, и вы увидите, очень многие из вас увидят. Еще раз говорю, не панацея, но работает, реально работает. Этот оргазм будет уже ломиться вам в двери. На 3-й, на 4-й раз он будет все явственней и явственней проступать. И в конце концов, в какой-то день вы ему можете сказать, ну, так уж и быть, вообще-то я тебя не ждала, но можешь зайти. И он произойдет. На сегодня все. Не буду задерживать вас. Идите, занимайтесь своими делами. Хорошего вам вечера, дня, утра. Чего бы это ни было, увидимся очень скоро и продолжим разговор на эту тему. Счастливо!